I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Молодой человек попал в небольшую дорожную аварию, позвонил своим родителям и попросил забрать его. Все то время, пока они ехали, парень разговаривал с ними по телефону. В какой-то момент он воскликнул «Вот чёрт!», а затем связь прервалась. Когда родители приехали в указанное место, то парня там не обнаружили. Прошло уже больше 15 лет. Полиция не может найти ни его тело, ни мобильный телефон, ни ключи от машины. Родители все еще надеются узнать, что случилось с их сыном. «Знаете, люди не растворяются в воздухе», — говорила мать пропавшего, но он, похоже, это сделал. О пропавшем. Брэндон Виктор Соунсон родился 30 января 1989 года в Маршалле, штат Миннесота, в семье Брайана и Аннет Суонсонов. Он окончил среднюю школу Маршалла в 2007 году и был зачислен на годовой курс обучения по программе «Ветряные турбины» в Западном техническом колледже Миннесоты. Его мать рассказывала, что у них с сыном были теплые взаимоотношения. В целом, в жизни молодого человека отношения с родителями были хорошими, и, похоже, причин сбегать из дома у него не было. Ночь исчезновения. 13 мая занятия в колледже закончились, и Брэндон с друзьями праздновал начало каникул. В этот вечер молодые люди посетили несколько вечеринок. Сначала в Линде, небольшом городке, который находится в 11 километрах от дома парня в Маршалле, а затем в Кенби, городе, где расположен колледж, в котором Суонсон учился. По словам приятелей Брэндона, на вечеринках, которые они посетили, был алкоголь, и Суонсон выпил как минимум одну порцию виски. Однако свидетели показали, что парень не выглядел пьяным, когда покинул вечеринку сразу после полуночи 14 мая. Брэндон планировал уехать из Кенби в Маршалл, домой к своим родителям. Дорога длиной 48 километров была ему хорошо знакома, ведь он ездил по ней дважды в день на учебу и обратно. Обычно путь занимал около 30 минут. Однако в эту ночь Брэндон решил ехать не по шоссе номер 68 штата Миннесота, самому прямому маршруту между двумя городами, а предпочел сельскую проселочную дорогу. Вероятно, он сделал это потому, что хотел избежать встречи с полицией, ведь парень выпивал на вечеринке, а ранее у него уже были проблемы с законом. Он привлекался за вождение в нетрезвом виде в 2006 году. Около часа 15 ночи молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет возле одного из сельскохозяйственных полей на своем «Шевроле Люмина». Вырулить обратно на проезжую часть у него не получилось. Сначала Брэндон пытался дозвониться своим друзьям, чтобы попросить их о помощи, но никто не взял трубку. Тогда, примерно в 1:50, парень связался со своими родителями. Он рассказал, что попал в небольшую аварию, и сообщил, что с ним и автомобилем все в порядке. Брэндон попросил лишь забрать его с места ДТП. Суонсон сообщил, что находится недалеко от Линда, примерно в 10 минутах езды от их дома в Маршалле. Брайан и Аннет сели в свой пикап и отправились туда, где, как они думали, находится их сын. Все это время они продолжали разговаривать с ним по телефону. Брэндон сказал, что сидит в своей машине. Он был абсолютно уверен, что знает, где находится, вспоминал позже Брайан. Однако ни машины, ни Брэндона на месте родители не нашли. Они включили и выключили фары своего пикапа, чтобы сын смог сам их увидеть на темной дороге. «Мы говорили, что мигаем фарами. Я слышала в трубке щелчки. Брэндон делал то же самое. Но мы ничего не могли разглядеть», — говорила Аннет. «Не было ничего», — вспоминал Брайан Суонсон. «Абсолютно ничего». Настроение Брэндона испортилось, он был усталым и раздраженным, потому что был уверен, что дает родителям правильные указания. В какой-то момент он повесил трубку. Поэтому я перезвонила ему, сообщила мать парня. Брэндон сказал, что выйдет из машины и просто пойдет обратно к дому своего друга в Линде. Он уверил родителей, что видит какой-то свет, и наверняка это огни города Линд. Брайан отвез жену домой, чтобы она могла поспать, а сам поехал в Линд, продолжая разговаривать с сыном по телефону. Студент попросил своего отца подъехать на парковку местного бара. Брэндон говорил, что решил срезать путь, поэтому идет не по той дороге, по которой он приехал, а через поля.
ему несколько раз приходилось перелезать через заборы. Отец с сыном обсуждали, что Брэндон видит вокруг себя, пока идет. Окрестности, знаки, здания, надеясь, что Брайан узнает какое-либо из мест и сможет определить, где находится его сын. Разговор отца и сына длился уже 47 минут, когда Брайан Свонсон услышал, как Брэндон сначала сказал «еще один забор», а спустя короткое время воскликнул «О, черт!» и замолчал. Звонок не прервался, но в трубке не было слышно ни звука. Оставив безуспешные попытки дозваться сына, Брайан сбросил звонок и набрал номер Брэндона заново, но ответа не было. Мы звонили еще как минимум 5 или 6 раз, но он больше не брал трубку. Это звучало так, как будто телефон упал, делилась подробностями ночи Аннет. И когда он упал, мы слышали, как он сказал: «Вот черт, что это значит? Он упал в канаву, он упал в реку? Мы не знаем. Я не могла дышать, меня тошнило, и я думаю, что это просто мои материнские инстинкты подсказывали мне, что с ним случилось что-то», продолжала мать Брэндона. Поиски. Свонсоны дозвонились друзьям сына и попросили помочь им в поисках парня. Всю ночь семья и близкие Брэндона пытались найти его, разъезжая по грунтовым дорогам и сельскохозяйственным угодьям. В 6:30 утра Аннет Свонсон обратилась в полицейское управление Линда, чтобы сообщить о пропаже человека. Сперва офицеры не хотели браться за дело, они заявили, что для молодого человека его возраста нет ничего необычного в том, чтобы гулять всю ночь. Родителям посоветовали набраться терпения и дождаться возвращения сына. «Он имеет право не сообщать, где находится», — сказал полицейский обеспокоенным Аннет и Брайану. Шли часы, а молодой человек все не давал о себе знать, и в конце концов полиция присоединилась к поискам. Сначала подключилось местное отделение, а затем дело было передано всему округу. Телефон Свонсона все еще работал, и детективы пытались дозвониться до пропавшего, но звонки переадресовывались на автоответчик. Вскоре удалось определить место, из которого был совершен последний звонок. «Мы использовали вышки сотовой связи, чтобы получить представление о том, откуда поступали его последние сообщения и звонки», сказал шериф округа Эрик Уоллен. Выяснилось, что телефон был неподалеку от вышки в Портере. Это примерно в 32 километрах от того места, где, как думал Свонсон, он находится. Полиция сосредоточила свои поиски в этом районе, и в тот же день был найден зеленый «Шевроле Люмина» Свонсона. Автомобиль застрял в кювете на Лайон-Линкольн-Роуд между Портером и Тонтоном. Следов вмешательства посторонних лиц следователи не обнаружили. Машина выглядела так, будто застряла в кювете. В этом не было ничего странного. Если бы мимо проходил человек, он бы подумал, что автомобиль просто припаркован или сломался. Шериф отметил, что с этого места можно было увидеть зерновой элеватор с красным фонарем наверху. Скорее всего, это был тот свет, который Брэндон принял за огни города Линд. Из-за травы и гравия на территории невозможно было определить, в каком направлении ушел Брэндон, потому что не осталось никаких следов. Начались масштабные поиски с участием полицейских собак, вертолетов, сотен добровольцев. Кинологи с поисковыми собаками из близлежащего округа Кодингтон, Южная Дакота, взяли след длиной 4,8 километра. Путь пролегал по полевым дорогам с запада на северо-запад до заброшенной фермы, а затем вдоль реки до того места, где в нее впадает ручей. Yellow Medicine River – быстрая река, и на отдельных участках глубина ее составляет 15 футов. Собаки подошли к берегу, вошли в воду и выплыли на другом берегу. Полицейские продолжили путь на север, вдоль берега к границе округа, а затем след парня внезапно оборвался. Брэндон упоминал в разговоре с отцом, что проходил мимо заборов и слышал шум воды неподалеку. Исходя из теории, что парень мог утонуть, к поискам привлекли водолазов, а помощники шерифа обыскали берега реки. Окрестности осматривали поисковики на лошадях и вездеходах. Никакого личного имущества или одежды, принадлежавшей Свонсону, не было обнаружено ни на пути к реке, ни вдоль участка реки в этом районе. Поисковые собаки несколько раз уловили запах человеческих останков возле Мат-Крик к северу от Портера, но ничего подозрительного обнаружено не было. 3 недели поисков не дали никаких результатов и даже продвижений дела о загадочном исчезновении студентов. Брэндон Свонсон просто растворился в сельской местности в глубинке Миннесоты. Когда вы потеряли кого-то, но не получили ответов, и вы не знаете, где этот человек находится или даже что с ним случилось, говорила Аннет Свонсон, ваш мозг постоянно пытается понять это, но у него не получается. Он ищет ответы, ищет кто, где, что, когда, почему и не может найти. Свонсоны долгое время оставляли свет на крыльце включенным всю ночь, как символ надежды на то, что Брэндон в конце концов вернется домой. После того, как первоначальные поиски не дали никаких результатов, масштабные работы свернули. Шериф Визецке продолжал обходить берега реки в этом районе каждый день в течение месяца. В то время собаки указали, и считалось, что
Он, должно быть, упал в реку в этом районе, поэтому мы обыскали этот участок реки, полагая, что его смоет вниз по течению. Аннет Свонсон не думает, что ее сын утонул. На самом деле нет ничего, что указывало бы на то, что он в реке. По ее словам, одна ищейка следовала по запаху из машины по гравийной дороге к заброшенной ферме. Это был длинный путь, около 3 миль. Собака на самом деле прыгнула в реку, выпрыгнула обратно, прошла по тропе до другой гравийной дороги, а затем потеряла след. Везецкий допускал возможность вмешательства посторонних лиц. Единственное, что могло бы быть, если бы кто-то был в тени, и они каким-то образом его поймали. Я не могу сказать, что там не было кого-то еще, но я не могу найти никаких доказательств. Он сообщил, что собаки, обученные искать трупы, должны были найти тело или какие-то улики, если бы Свонсон скончался из-за внешних природных факторов. Я не могу объяснить, почему одежда и вещи не всплыли на поверхность. Я не могу объяснить, почему после 3-недельных поисков собаки ничего не учуяли. В конце 2008 года служба экстренной поддержки, поисково-спасательная организация, базирующаяся в Миннеаполисе, определила интересующую их территорию площадью 140 квадратных миль и сосредоточила там свои поиски. Однако некоторые фермеры отказывались пускать поисковых собак на свою землю, особенно во время сезонов посадки и сбора урожая, оставляя значительные географические пробелы в поисках Свонсона. Осенью 2008 года, когда были убраны поля, которые засеяли фермеры после исчезновения молодого человека, поиски вновь активизировались. Собаки продолжили искать человеческие останки в районе к северо-западу от Портера, который ранее не обыскивался. Следующей весной, период после таяния снега и до посева, попытки найти Брэндона начались снова. Вплоть до 2011 года за время поисковых работ весной и осенью было обследовано около 320 квадратных километров. «Это огромная территория», — сказал шериф округа Yellow Medicine Билл Флаттен. Если взять этот непосредственный район, где находилась машина, а затем временной интервал, когда он разговаривал по телефону со своими родителями, кто знает, в каком направлении он пошел и как далеко мог уйти. Вихревые ветры, распространенные на юго-западе Миннесоты, еще больше усложнили работу. Менеджеры по поиску Джефф Хассе и Кен Андерсон из службы спасения Среднего Запада работали над делом Свонсона в течение нескольких лет. Андерсон называет место, где пропал Брэндон, самым сложным ландшафтом. «Мы все хотим, наконец, найти Брэндона», — говорил в 2018 году шериф Билл Флаттен. «Это безумие думать, что прошло 10 лет, но вряд ли был один день, когда я не думал о нем и о его семье. Брайан и Аннет прошли через многое, и они заслуживают узнать правду. Спустя 10 лет это похоже на поиск иголки в стоге сена. Всегда есть надежда, что он ударился головой и когда-нибудь появится, но со временем эта вероятность все меньше. Поисковики делают все, что могут. Мы все хотели бы найти его для его семьи». Теории об исчезновении. Существует несколько версий того, что могло произойти с молодым человеком. Одно время власти выдвигали теорию, что поскольку тело Брэндона после тщательных поисков в реке не было обнаружено, то парень мог выбраться из воды и продолжить путь. Однако он мог умереть от переохлаждения где-то вдалеке от берега. В ту ночь было довольно прохладно, температура опускалась до +4. Телефон парня работал после того, как Свонсон перестал отвечать на звонки, и критики этой теории указывали на это. Ведь если бы Брэндон упал в реку, то и телефон утонул бы. Им возражали, телефон мог упасть на землю, когда молодой человек поскользнулся. Но и сам телефон так и не был найден после тщательного осмотра берега и окрестностей. Дэрин Эдельзер, пожарный волонтер, участвовавший в поисках, предполагал, что Свонсон мог попасть в одну из множества цистерн, расположенных в этом районе. Он указал на тот факт, что Свонсон был слеп на один глаз в результате детской травмы. Молодому человеку приходилось носить очки, но по каким-то причинам он забыл их в ту ночь в машине. Также пожарный отметил, что Свонсон воскликнул: «Нет, еще один забор», перед тем, как сказать «вот черт». И потому Брэндон действительно мог попасть в одну из большого количества емкостей для воды на этой территории, утонуть там. Именно поэтому найти его не удается. Выдвигались предположения, что у Свонсона мог быть психологический срыв, и он покончил с собой. Однако оба его родителя заявили, что когда они говорили с ним по телефону, его речь была ясной, не было никаких свидетельств нестабильного эмоционального состояния. Была также версия о том, что Брэндон спланировал свое исчезновение.
Он покинул родной город и живет под новым именем в совершенно другом месте. Эта теория наименее вероятна, ведь парень пытался связаться со своими друзьями и родителями. Он действительно хотел, чтобы его нашли и помогли добраться до дома. Джефф Хассе говорил: «Мы считаем, что он дезориентировался, и в какой-то момент, мы это знаем точно, он ехал по проселочной дороге между двумя полями. Кажется, он упал, промок, сотовый телефон разрядился. Я думаю, он продолжил идти. Было холодно, температура упала ниже 4 градусов. Некоторые предполагают, что парня случайно сбили на машине, а тело спрятали, чтобы избавиться от улик. Я думаю, что это возможно, но это кажется маловероятным, учитывая, что отец Уонсона разговаривал с ним по телефону в ту ночь. Он бы услышал визг шин или грохот, если бы это произошло». Осенью 2021 года река Yellow Medicine пересохла в результате засухи, и правоохранительные органы провели раскопки в поисках останков тела Брэндона, которые не дали результатов. Не знать, где находится любимый человек, не знать, что произошло, это ужасно. В конце концов, вам нужен ответ. Вы знаете, что он не там, где должен быть, но понятия не имеете, где он. Вы не знаете, живет ли он в 50 милях от вас или мертв. Вы не знаете, случилось ли с ним что-то ужасное или нет. Вы не знаете, попал ли он в аварию, потерял память и живет где-то еще, не подозревая, что его кто-то ищет. «Вы просто не знаете», — говорила мать Брэндона. Даже в 2023 году шериф Уоллен заявлял, что сведения по делу все еще поступают. По его словам, за последний год управление шерифа получило новую информацию, касающуюся ночи, когда пропал Брэндон, и событий, приведших к его исчезновению. Так появились свидетели, утверждающие, что парень поссорился с кем-то примерно в то время, когда его видели в последний раз. Однако новая информация не сдвинула дело с мертвой точки. Закон Брэндона. Брайан и Аннет всегда помнили о том, как к ним отнеслись правоохранительные органы, когда они обратились за помощью. Зная не понаслышке, насколько важно начать расследование как можно скорее в случаях пропажи человека, они хотели избавить другие семьи от возможности столкнуться с равнодушием полиции. Поэтому родители студента стали инициаторами и способствовали принятию так называемого «закона Брэндона». В соответствии с ним правоохранительные органы обязаны немедленно начать предварительное расследование в случае пропажи человека при опасных обстоятельствах, независимо от возраста исчезнувшего. Закон был подписан губернатором Тимом Павленти 7 мая 2009 года и вступил в силу 1 июля того же года. На сегодняшний день не найдено никаких вещей, связанных с Брэндоном Свонсоном, включая его мобильный телефон, ключи от машины или одежду. Все, что осталось родителям от сына, это воспоминания и тот последний пугающий телефонный звонок. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, что случилось в ту ночь с Брэндоном? Был ли это несчастный случай или чей-то злой умысел? Есть ли шанс, что останки молодого человека когда-нибудь найдут, и его родители, наконец, узнают, что произошло с их сыном? Или, может быть, он жив? Пишите свои предположения в комментариях.